Здравствуйте, меня зовут Евгений. Сейчас мы пройдем с вами медитативную практику для ментального баланса. С помощью данной медитативной практики вы сможете упорядочить поток своих мыслей и найти ответ на интересующий вас вопрос. Перед началом практики необходимо упорядочить поток всех ваших мыслей и остудить пыл, который может создавать ваш ментальный план, чтобы максимально эффективно вычленить оттуда нужные мысли и скомпоновать их в необходимый клубок. Для этого нужно остудить энергоментальный план, эмоционально-ментальный план, просто-напросто подышав корректно. Соедините на правой руке большой палец и мизинец и добавьте к ним безымянный палец. Держа в пучке все эти три пальца, закройте правую ноздрю. Сделайте глубокий вдох левой ноздрёй. Только лишь носом нужно дышать. Вдох и выдох. Снова сделайте вдох, при этом растяните вдох от 5 до 10 секунд. После этого сделайте выдох той же левой ноздрёй в течение 5-10 секунд. Повторите еще раз. Медленный вдох. И медленный выдох. Уберите пальцы с правой ноздри и просто спокойно носом вдохните и выдохните. Закройте глаза. Оберните свой взгляд вовнутрь себя. Представьте свои мысли. Вы можете их представить в виде образов, в виде запахов, в виде физических подергиваний рук, ног, лица. Вы можете ощутить их так, как вам удобно их ощущать. Ощутите их все. Все ваши мысли вы должны почувствовать любым органом чувств. Этот поток мыслей может сильно загромождать ваш ментальный план. Поэтому сейчас мы займемся упорядочиванием этих мыслей. Возьмите любую мысль, которую вы сейчас ощутили. Представьте ее в виде нити. Мысль будет представляться вам как некая нить, которая имеет начало и имеет конец. Сверните ее в тонкую ниточку, потяните ее за оба края и придайте ей форму тонкой нити. Оставьте ее в таком виде. Не дайте ей распутаться. Она должна быть тонкой и не создавать помех в голове. Из своих ощущений возьмите еще одну мысль, любую, которая сейчас приходит вам в голову.
также сверните ее в ниточку, потяните за оба края и создайте ей тонкую форму нитки. Вот у вас уже 2 ниточки, которые лежат и не беспокоят вашу голову. А теперь соедините эти обе нити конец в конец и передайте ей форму длинной ниточки. А теперь начинайте мысленно, визуально, либо аудиально, либо на чувственном уровне кожи сворачивать эти ниточки в клубок. Закручивайте их так, как вы бы закручивали клубок нитей. Как только клубок начинает расти и конец крайней нити начинает заворачиваться в клубок, остановите формировать клубок. Возьмите еще одну мысль, которая сейчас у вас на поверхности летает. Сформируйте ее также в тонкую ниточку и добавьте ее к концу клубка. И продолжайте закручивать этот клубок. Таким образом, все беспорядочно расположенные мысли в вашей голове сейчас постепенно начинают упорядочиваться и занимать меньше пространства в вашей голове. Проделайте такую практику с нитками от 5 до 10 волнующих вас мыслей. Больше мыслей, больше клубок. Заверните еще одну ниточку в клубок и медленно формируйте ее, придавая ей округлую форму клубочка. Чем тяжелее мысль, тем тяжелее вам от нее избавиться, тем дольше накручивайте ее на клубок. Дайте ей в вашей голове упорядочиться. Проделайте еще так с несколькими мыслями, которые сейчас летают у вас в голове на поверхности. Крутите клубок, мотайте в моток все ваши мысли. Как только клубок приобрел форму достаточно массивную, и ваш взор на него вызывает чувство удовлетворения и порядка, теперь нужно наполнить все эти упорядоченные мысли энергией. Для ментального плана отлично подойдет энергия зеленого цвета. Энергия любви и умиротворения. Представьте себя и все свое пространство в спокойном зеленом цвете. Этот цвет будет излучать тепло и любовь. Вы можете излучать его сами. Из пространства по бокам, сверху и снизу может приходить этот теплый, зеленый, спокойный цвет. Увидьте источник этого зеленого света и направьте его на этот клубок.
пусть он начинает заворачиваться в зеленый цвет и пропитывается им полностью. Дайте вашим мыслям, которые вы привели в порядок, напитаться этой зеленой, теплой энергией. Пусть до самого ядра, самой первой мысли пропитается этот клубок зеленой энергией. Пропитывайте его до тех пор, пока он не начнет излучать сам энергию любви. И как только он начнет излучать сам теплую, зеленую энергию любви, задайте себе мысленно вопрос, который сейчас вас волнует больше всего. Это может быть вопрос вашего предназначения. Это может быть вопрос, связан с вашей семьей. Это могут быть любые вопросы духовного или мирского порядка. И как только вы задали себе этот вопрос, отпустите клубок разматываться туда, куда ему заблагорассудится. Таким образом, вы посылаете поток своих мыслей к ответу на ваш вопрос. Клубок может покатиться в любую сторону. Он может покатиться вверх, может покатиться прямо, он может покатиться в любую часть света. Провожайте клубок до тех пор, пока он окончательно не распутается. Чем больше клубок, тем дольше он будет катиться. Чем меньше клубок, тем быстрее он придет к вашему ответу. Как только клубок закончил разматываться и конечная ниточка легла, закончив распутывать весь клубок, представьте перед собой образ, любой образ, который сейчас возник в вашей голове, на любом чувственном уровне. Это может быть звук, это может быть визуальный образ, это может быть запах, это может быть ощущение на коже, на лице, на руках. И то, что первое после распутывания клубка возникло у вас в чувствах, это и есть ответ на ваш вопрос. Ответ может прийти неоднозначный. Вы можете сразу не понять его суть и сущность. Поэтому, задав себе еще один вопрос, а что мне с этим делать, возникнет еще один образ на любом чувственном уровне в виде ответа. В конечном итоге на этот вопрос приходит ответ действия, потому что наш мир устроен таким образом, чтобы действовать. Это действие может от банально простого до достаточно длинного и трудного пути. Но с этого действия вы начнете свой путь и найдете ответ на интересующий вас вопрос.
Если вы почувствовали, что для действия информации вам недостаточно, проделайте весь прошедший путь еще раз. Сформируйте мысли в ниточки и упакуйте их в клубок. Наполните энергией зеленого цвета любви. Дайте ему распутаться, и он приведет к вам образ чувственный, который даст вам подсказку и ответ на ваш вопрос. Вы можете получить несколько ответов на интересующий вас вопрос. Но все должно закрепляться действием, физическим действием. Так устроена наша жизнь на планете Земля. Действиями мы получаем результат. Неважно, какой это будет результат. Положительный результат, по вашему мнению. Отрицательный результат, по вашему мнению. Это все будет ваш опыт и путь для того, чтобы развиваться, эволюционировать, становиться лучше и быть счастливым. Медленно откройте глаза, осознайте полученные вами знания, информацию и запишите ее, чтобы в самое ближайшее время воспользоваться этой информацией и сделать то самое действие, которое поможет ответить на ваш вопрос и уменьшить поток ваших мыслей. Ведь мысль – это субстрат для действия. Действиями вы уменьшаете количество ненужных мыслей и желаний, получая что-то в результате действий. Сделайте глубокий вдох и выдох. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Пусть все будут счастливы. Пусть все будут счастливы. Пусть все будут счастливы.